Здравствуйте, друзья! Сегодня мы с вами приготовим очень вкусный творожный манник. Этот рецепт без сахара, муки и масла. Поэтому, если вдруг вам ночью захочется съесть сладенького, но без вреда для фигуры, этот творожный манник самое то. Основные ингредиенты, которые нам понадобятся для приготовления творожного манника, это 500 грамм творога. Творог можете взять любой жирности, у меня сегодня 5%. 200 грамм сметаны, 7 столовых ложек манки, 2 столовые ложки меда. Мед берите вкусный, настоящий, ароматный. Он придает нашей выпечке не только натуральную сладость, но и медовый вкус и аромат. 5 яиц, пол чайной ложки соды и немного изюма в качестве начинки. Приступим к приготовлению. Отправляем в миску творог. Яйца отделяем на белки и желтки. Белки отправляем в отдельную миску, а желтки добавляем к творогу. Сюда же к творожной массе отправляем манную крупу, щепотку соли, ванилин на кончике ножа или пару капель ванильного ароматизатора, мед и сметану. Хорошенько смешиваем все ингредиенты между собой. С таким количеством меда манник получается в меру сладким. Конечно же, все зависит именно от вашего меда. У меня, например, мед приторно-сладкий. Ну и плюс еще изюм придает немного сладости. Если у вас мед менее сладкий или вы слишком сладкоежки, можете добавить его побольше. Вместо меда также можете добавить сахар. Теперь накрываем нашу творожную массу и отставляем на 2-3 часа, чтобы манка набухла. А к белкам я добавляю щепотку соли и отправляю на это время в холодильник. Взбиваем блендером нашу творожную массу до однородной консистенции. Соду гасим уксусом и добавляем в основную массу. Еще раз перемешиваем блендером. Миксером или блендером с насадкой венчик взбиваем белки. Добавляем по частям взбитые белки к творожной массе и аккуратными движениями снизу вверх смешиваем обе массы с помощью силиконовой лопатки. Вот такая воздушная масса получается. Перекладываем наше тесто в форму. У меня это противень, застеленный пергаментной бумагой. Бумагу я на всякий случай смазала небольшим количеством растительного масла. Разравниваем массу по форме. Сверху на манник распределяем изюм или любые другие сухофрукты, которые вы предпочитаете. Теперь отправляем творожный манник в заранее разогретую духовку и выпекаем при температуре 180 градусов до готовности, примерно 45-50 минут. Температура и время выпечки указаны примерные, так как у всех разные духовки, и вам следует подстраиваться именно под вашу духовку. Даем готовому маннику остыть. Затем нарезаем на порционные кусочки и подаем к столу.
Получается вот такой очень вкусный, нежный, ароматный, да еще и к тому же полезный десерт. Спасибо, что были со мной. Всем хорошего дня!